Дорогие друзья, спасибо за интерес к нашему каналу, нашему музыкальному и видеотворчеству. Мы продолжаем знакомить вас с нашей музыкой, показывая и комментируя, какую смысловую нагрузку несет каждая инструментальная композиция. Чуть больше 2 недель назад мы опубликовали на канале «Израиль с Павлом и Ларисой» наш музыкальный альбом под названием «Музыка Израиля 1». Тогда у нас на основном канале было чуть больше 27 тысяч подписчиков. Совсем недавно число наших постоянных зрителей перешло 28-тысячный рубеж. Это очень хорошая тенденция. Давайте поставим вместе цель, и пусть наш канал получит 100 тысяч подписчиков. А почему бы нет? Будем все вместе слушать и отдыхать под инструментальную музыку, созданную в Иерусалиме. Это ведь так здорово. Приглашаем подписаться на канал тех, кому он близок по духу, тех, кто любит Израиль. Кто может, просим оформить спонсорскую подписку. Можно также оставлять одноразовую помощь в виде платных комментариев в виде сердечка «Супер спасибо». Оставляйте платные комментарии. Мы благодарим вас за то, что вы с нами. Смотрите наши видео, слушайте нашу музыку, ставите лайки и пишите добрые пожелания. Мы это очень ценим. И это новое видео с музыкой, сопровождающее путешествие по Израилю, наша благодарность и новый подарок всем постоянным и новым зрителям. В нем мы познакомим вас с инструментальным альбомом «Музыка Израиля 2». В альбоме 13 музыкальных композиций. Напомним, что поначалу наш творческий дуэт назывался «Запад и Восток». Но недавно мы решили, что название «Мелодии Святой Земли» более точно отображает наши музыкальные идеи, вдохновленные пейзажами Святой Земли. В альбоме «Музыка Израиля 2» собраны инструментальные композиции, созданные с октября 2022 по август 2023 года. Открывает альбом композиция под названием «Источник в горах Святой Земли». Эта стильная и концептуальная композиция сопровождается видами водных источников реки Иордана в Верхней Галилее и голландских высот. Порой в летнее время жара настолько накаляет каменистую почву, что любой путешествующий в этих местах невольно мечтает о воде. И природа Святой Земли не разочаровывает, ведь здесь есть немало самых настоящих оазисов в пустыне, где вода, там жизнь. В музыке этой композиции мы старались передать мощную энергию воды, водоисточников, которая сохраняется даже в засуху и дает жизнь окружающей флоре и фауне Святой Земли. Итак, «Источник в горах Святой Земли». Первая композиция альбома «Музыка Израиля 2».
Следующая композиция альбома под названием «Иерусалим праздничный» переносит зрителя в святой город Иерусалим в период осенних еврейских праздников Рош ха-Шана, еврейский Новый год, и Суккот, праздник кущей. Еврейский Новый год исчисляется от сотворения первого человека Адама. В эти дни в Иерусалиме и особенно в еврейском квартале старого города царит особая праздничная атмосфера. Продается очень много сладостей к радости детей. Часто можно увидеть танцующих и поющих радующихся людей. Эта яркая, ритмичная и стильная композиция передает многообразную культуру еврейских традиций, а гранат – это образ единства еврейского народа. Лейтмотивное соло, исполненное на нашей электрогитаре Мия, проводит в утонченный мир еврейских праздников в Иерусалиме. Третья композиция носит загадочное название «Цветной сон». Здесь нами сознательно использована анимация улиц и жизни современного Иерусалима. Музыка, созданная в жанре стильного фолк-направления, призвана создать атмосферу странного и загадочного сна. Бэк-вокал, фолк-гитары и соло на гитаре Мартин придают всему этому непередаваемую уникальную атмосферу. Смотрим на Иерусалим сквозь цветные стекла калейдоскопа из мистического сна.
Четвертая композиция альбома под названием «Боссы в Иерусалиме» продолжает музыкальное путешествие по улицам современного Иерусалима. И, как видно из названия, исполнена в стиле босса-нова. Вы уже слышали этот стиль в наших композициях, и он прекрасно подходит к улицам Тель-Авива. Но оказывается, этот стиль прекрасно и гармонично сочетается в том числе и с улицами Иерусалима. Тем, кто не успел познакомиться с нашим предыдущим альбомом «Музыка Израиля 1», но хочет его послушать, даем ссылку в него в описании ролика. Напомним, что стиль босса-нова возник в Бразилии, в городе Рио-де-Жанейро, как синтез бразильской народной фолк-музыки в сочетании джаза и блюза. Я вспоминаю один момент из своей прошлой жизни, когда 27 лет назад я учился на джазовом факультете исполнительского мастерства по классу фортепиано в Академии музыки имени Рубина в Иерусалиме. Преподаватели на творческих мастерских нам говорили: кто не сможет сыграть босса-нова, импровизировать под ее ритм, тот автоматом отчисляется из Академии. Ох, мы, молодые студенты, тогда по-настоящему перепугались и очень старались сыграть все правильно. А теперь боссы в Иерусалиме легко и непринужденно парит замечательной прогулки по Иерусалиму в сопровождении витиеватого соло фламенко гитары, трубы и бэк-вокала.
Пятая композиция называется «Стены Иерусалима». Мы в буквальном смысле поднялись с Ларисой на эти стены и шли по ним от Явских до Дамасских ворот, снимая на видео все, что нам казалось важным и интересным. Стены и ворота крепостных стен Иерусалима упоминаются в книге Неемии и связаны с возрождением разрушенного Иерусалима после падения первого храма в 586 году до нашей эры. Правда, гуляли мы по стенам другого, гораздо более позднего периода. Передать музыку стен – непростая творческая задача. И просто здорово, что в тот день само небо, казалось, помогало нам. Февральское небо украсилось чудесными низкими облаками, была прекрасная видимость и яркое оптимистичное солнце. Пульсирующий ритм фортепиано в сопровождении мелодичного соло саксофона вдруг раскрывается ярким и мелодичным солом электрогитары, и начинается потрясающий музыкальный разговор стен, башен и неба, глубокой истории и современных реалий Иерусалима. И если у вас возникает желание пройтись с экскурсией по Иерусалиму, то мы предоставляем вам и такую возможность – видео об Иерусалиме. Ссылка в описании. Шестая композиция называется «Я люблю тебя, Иерусалим».
Эта теплая, по-светлому домашняя и уютная музыкальная композиция открывает душу святого города, которая спрятана в броне камней исторических слоев разных периодов. Скрипичное соло исполнено сэмплерным звуком настоящей виолончели Страдивари, хранящейся в музее итальянского города Кремона. «Мелодия святого города» – 7-я композиция альбома. Совершите с нами замечательное романтическое и музыкальное путешествие по улицам и районам Иерусалима, по знаменитому рынку города Махане-Иуда. Какие только лица не увидишь на этом видео. Мелодия города парит над Иерусалимом, подчеркивая его особую уникальную атмосферу.
И снова путешествие в пространстве и времени. Мы в Египте, на Синайском полуострове. Так и называется 8-я композиция альбома «Синай». Гора Моисея на Синайском полуострове считается тем самым святым местом, где пророк Моисей получил скрижали завета. Мне довелось 13 раз побывать в этом удивительном месте и 7 раз подниматься на вершину самой горы Моисея. Концептуальная атмосферная музыка приоткрывает завесу безмолвия этих суровых, величественных и потрясающих красивых гор и скал, где произошли удивительные события, описанные в Библии. Жизнь знаменитого монастыря Святой Екатерины непрерывно течет с V века нашей эры и до наших дней. В 9-й композиции под названием «Фонтанный блюз Иерусалима» мы все там же, в Иерусалиме. Фонтанный блюз удивительно точно передает неторопливый и поступательный ритм городской жизни. Но темп композиции неожиданный и сознательно меняется с размеренного на быстрый. Сегодня у нас все размеренно и спокойно, а завтра мы несемся в вихре нахлынувших волнений и забот. Десятая композиция опять из Иерусалима. И об Иерусалиме. Фламенко в Иерусалиме. Снова о любимом городе. Дети в струях воды, уличный гитарист, львы, воробьи, вороны, велосипедисты, снующие автомобили, оливы, зонтики, фонтаны. Всего не перечислить.
но в результате новая музыкальная композиция, созданная с любовью к Иерусалиму. Саксофон и яркое соло электрогитары под аккомпанемент фламенко гитары создали еще одно настроение от встречи с современным городом. Прекрасное настроение добра и радости. Одиннадцатая композиция переносит нас из святого города Иерусалима в Тель-Авив и называется «Блюз Тель-Авиве». Ох уж эта конкуренция в Израиле между Иерусалимом и Тель-Авивом. А мне кажется, что даже как-то нелепо сравнивать эти два совершенно разных и уникальных во всех отношениях города. Вы уже поняли, что босса-нова, джаз и блюз – это одни из наших любимых музыкальных стилей. Но этот блюз значительно отличается от наших других музыкальных произведений. Психоделический, концептуальный блюз, возможно, сможет передать некое замедление ритма жизни города без перерыва, находящегося в постоянном движении, но все же слегка дремлющего в пик летней полуденной жары. Бас-гитару здесь заменил глубокий басовый винтажный орган.
продолжаем путешествие по Тель-Авиву с 12-й композицией альбома, которая называется «Регги в Тель-Авиве». Это направление музыки, сформировавшееся в конце 60-х годов 20-го столетия на Ямайке. И вот с нашей легкой руки регги с Ямайки пришло на улицы города Тель-Авива и даже на бульвар Ротшильда. Бэк-вокалы отчасти имеют гротесково-сюрреалистичные оттенки. Это регги отображает в какой-то мере сюрреалистичный нарратив современного города Тель-Авива. И в завершении альбома 13-я композиция под названием «Мелодия лета». И снова в Тель-Авиве, городе на Средиземноморском побережье. С вами были Павел и Лариса, творческий дуэт «Мелодии Святой Земли». Спасибо, что смотрите наш канал.
Будьте счастливы и благополучны. Всем большой привет со Святой Земли Израиля.